Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем вот такое замечательное бюстье. Работать я буду со своей выкройкой платье бюстье. Ссылку на выкройку я вам оставлю под этим роликом. От этой выкройки мы берем верхнюю часть и немного ее изменим. Изменяем верх переда, проводим линию под прямым углом к центру переда от бока. Также изменим чашки с надписью дублерин. Мы должны сделать из этой внутренней чашки чашку из поролона. Значит, мы должны добавить по внешнему срезу чашки 7 мм на припуск шва. Итак, к размеру 42 черный контур я добавляю 7 мм. Вот здесь у нас будет проходить новая линия. И также с верхней частью я работаю и добавляю по бокам, то есть по срезу чашки, по 7 миллиметров. Вот здесь у нас будет проходить новая линия, припуск. Далее с чашкой из ткани мы также работаем. Добавляем к срезу верхнему 8 миллиметров. У нас здесь сейчас припуск 1,2 сантиметра. Но нам нужно 2 сантиметра, поэтому добавляем 8 миллиметров. И вот так вот удлиняем, увеличиваем наш припуск. Вот таким образом. Вырезаем новую выкройку. Обязательно прорезаем все метки. Нижнюю часть выкройки с надписью ткань мы не изменяем. То есть вырезаем 42 размер по черному контуру. Прорезаем все меточки. Вырезаем чашку из поролона. Теперь у нас это уже не дублерин, это у нас поролон. Вырезаем 42 размер также и припуск по нижнему срезу 7 миллиметров. Чтобы вы не путались, я подпишу поролон. Вырезаем наши новые чашечки. Вот, для поролона у нас идет припуск по нижнему срезу. Сверху у нас нет припуска на поролоне, а по бокам есть. Итак, для примера я вам покажу, чтобы вы не путались. Здесь у нас поролон, то есть мы уже изменили нашу выкроечку. Вот для сравнения смотрим, как у нас выглядят выкройки. То есть по чашке из ткани у нас есть внизу по срезу 7 миллиметров и 2 сантиметра припуска относительно чашки из поролона. По бокам у нас все вровень на этой детали. Нижние детали чашки, смотрите, как должны выглядеть. По низу у нас идет одинаковый срез, а по швам соединения на детали из чашки у нас идет припуск 7 миллиметров. Деталь из поролона не имеет припусков по срезам. Вот так у нас выглядят детали чашки. Вырезаем вперед. Вот таким образом он у нас выглядит. Детали спинки. Центральная деталь спинки у нас идет для всех размеров одинаковая. И вырезаем черный контур без изменений для 42 размера. Вот наша выкроечка. Обязательно сравним сопряжение по боковому срезу.
Так, у нас получается спинка немного длиннее. Делаем отметочку и срезаем. Тут у меня получилось 4 миллиметра. Я их должна срезать по всей спинке. То есть на обоих деталях спинки я срезаю 4 миллиметра для того, чтобы уравнять детали спереди. Наша выкройка готова. Еще раз проверяем. Все хорошо. Все отлично. Шить я буду бюстье из атласа Stretch. Вот он тянется по утку, и по долевой он практически не тянется. Обязательно перед раскроем я декотирую ткань. Обязательно выравниваем ткань перед раскроем. Я вытягиваю ниточку вот таким образом, тяну ее. И по этой ниточке мы сделаем с вами очень точный срез ткани, потому что нам очень часто отрезают ткань не очень ровную в магазине. Режем по этой ниточке. Вот смотрите, какой косой был у меня срез. Вот что у нас остается. Вот ниточка, которую я вытащила, ее видно хорошо на изнанке. Вот, видите? А если бы мы краили с вами сейчас бюстье из этой кривой ткани, я не знаю, что бы у нас получилось. Итак, нарезаем 2 полоски ткани. Я уже отмерила, у меня это 28,5 сантиметров. Вот моя отметочка. Также тянем ниточку и делаем абсолютно ровный отрез. И точно таким же способом отрезаем второй отрез ткани. Мы сделали отрезы ткани для лица и для изнанки. Также отрезаем полоску дублерина на хлопчатобумажной основе, равную по размеру нашей лицевой ткани. Проклеиваем ткань для лицевой части бюстье дублерином. Начинаем раскрой. Складываем ткань лица вдвое и к сгибу прикладываем центральную деталь переда. Вот таким образом. Подкалываю иголочками. Я крою на гладильной доске. Я вам также рекомендую это делать, потому что очень удобно. Детали не сдвигаются. Обязательно долевая должна быть учтена на всех деталях. Вот у меня детали уже все подколоты. И я еще решила добавить к длине бюстье 1,5 сантиметра к низу. Мне так показалось, будет более интересный вид у него. Ко всем деталям корсета я добавляю 1,5 сантиметра. И обвожу простым карандашом. Ничего не добавляю по срезам, так как выкройка уже идет с припусками на швы. Ставлю меточки и обвожу по контуру. Теперь, когда я обвела все детали, я переставляю вот таким образом иголки, тем самым фиксирую ткань на гладильной доске. Зафиксировала и выкраиваю.
Так, детали лица у нас выкроены. Вперед со сгибом. Детали спинки. И на деталях чашки обязательно ставьте все метки и все буквы, чтобы не запутаться. Выкраиваем подклад для бюстье. И не забываем добавить 1,5 сантиметра по нижнему срезу. И обводим выкройку по контуру простым карандашом. Теперь выкраиваем чашки из бельевого поролона. У меня поролон 5 мм толщиной. Обязательно соблюдаем долевую. Выкладываем детали чашки. Обязательно сделайте с обратной стороны зеркальное отражение всех меток, долевой, буквы и так далее. Обводим детали чашки из поролона. Ничего нигде не добавляем, просто по контуру ставим обязательно все метки, все буквы. Теперь переворачиваем и в зеркальном отражении обводим вторую чашку. Обязательно соблюдаем долевую. Обязательно ставим все метки и все буквы. Вот наши чашечки. Все метки я проставила. Теперь вырезаем детали чашки, но не прорезаем метки. Теперь переходим к сшиванию деталей чашки. Можете посмотреть ролик, у меня есть чашечки из поролона. Там более подробно об этом. Пришиваем верхнюю деталь чашки к нижним. Чашечка у меня готова. Теперь нам нужно закрыть швы. Я буду закрывать их вот такой атласной ленточкой шириной 5 мм. Вы можете взять репсовую ленту около 5-6 мм. Вот так вот я пришиваю сначала одним швом, потом вторым. До поперечного шва я пришиваю. Вот так это выглядит. И закрываю поперечный шов. Теперь сшиваем детали бюстье с припуском 1 см по всем швам. Далее сшиваю детали чашки с припуском 7 мм. Срезаю половину припуска. Соединяем теперь с верхней детали чашки. Обязательно совместим метки. И сшиваем с припуском 7 мм. Здесь мы припуск срезаем только с одной стороны. Вот так у нас выглядит чашечка. Переходим на утюг и разглаживаем все швы в разутюжку. Точно так же мы поступаем с изнанкой бюстье. Шьем также с припуском 1 см и также отглаживаем все швы. Берем колодку для формирования чашки, кладем нашу лицевую чашку и отглаживаем швы нижние в разутюжку, а верхний шов мы заутюжим кверху. Все наверх. Так, теперь будем формировать чашку по лицевой стороне. Если у вас утюг без тефлоновой подошвы, делайте это через проутюжильник. Я использую подушечку, набитую опилками, для охлаждения и формирования чашки.
Оттягиваем от центра к краям. Формируем красивую округлость. Вот такая у нас чашечка получается. Теперь придаем красивую форму чашки из поролона. Также от центра к сторонам мы оттягиваем чашечку. Вот таким образом. Давайте чашечкам остыть на колодке. Так, чашечки готовы. Теперь заготовим тоннели для наших пластиковых костей. Шириной они у меня 2 сантиметра 3 миллиметра. Я просто отрезаю ткань стрейч атласа и полосочку клеевого флизелина проклеиваю. Вот наши заготовочки готовы. И теперь я беру бисерную иглу и тонкую шелковую нитку. Это делается для того, чтобы не оставалось потом следов от наметки. И вручную заметаю вот таким образом с двух сторон наши будущие тоннели. И вот так потом вторую часть симметрично я также наметываю. Вот. Заготовки есть, я их отглажу. Теперь находим центр переда на лицевой части бюстье, ставим меточки. И мы должны с вами наметить начало и конец наших тоннелей. То есть место, где будут проходить наши косточки. На выкройке есть эти метки. Мы их просто переносим для 42 размера. Соединяем их линеечкой. Теперь берем наши заготовки и отрезаем с небольшим запасом, около сантиметра с каждой стороны. Подкалываем иголочками. Стараемся, чтобы они проходили максимально ровно. Также нарезаем заготовки для остальных швов, бокового и шва спинки. Теперь пришиваем, стараясь шить ровно и красиво по краю тоннеля. Вот таким образом пришиваем все тоннели. Теперь срезаем все излишки. Теперь на этом этапе нам нужно с вами пришить петельки для бретелей на чашку. Итак, отступаем от бокового среза чашки 1 сантиметр и 2 миллиметра. И от верхнего среза отступаем 1 сантиметр. Ставим иголочки. В этом месте у нас будет проходить петля. Здесь мы будем пришивать вот так вот. Отрезаем 3 сантиметра бретелечной тесьмы. И пришиваем петельку. Складываем пополам. И вот в этом месте пришиваем ее 2 швами. Внизу можете сделать зигзаг. Вот так у нас выглядит петля. Теперь обрабатываем чашки. Мы теперь должны сделать вот такой вот оборот тканевой чашки вокруг поролона. Мы сейчас сошьем верхние срезы. Сначала поставим иголочки по внешним срезам.
И потом, распределив чашку по верхнему срезу, соединяем иголочками поролон и ткань. Прокладываем шов с припуском 5 миллиметров. Теперь мы должны проложить еще 2 строчки, тем самым пришив поролон к ткани. Вот таким образом. По верхнему срезу весь поролон у нас зафиксирован. Оборачиваем поролон тканью. Очень точно должны мы соединить по всем швам и ткань, и поролон. Сначала фиксируем верхний срез, затем мы должны попасть шов в шов, зафиксировать иголочкой. Расправляем поролон, фиксируем боковой верхний срез и также фиксируем швы. Они должны быть точно на одном уровне. Затем мы нижний шов должны зафиксировать. Ставим иголочку по нижнему шву. И теперь распределяем ткань между поставленными иголками. Также вы можете посмотреть мой ролик, как обтянуть чашку тканью и кружевом. Там этот процесс показан более подробно. Теперь прокладываем шов по самому краю чашки, тем самым соединяя поролон и ткань. Вот такая замечательная чашечка. Теперь мы переходим на утюг и отутюжим верхний срез и придадим чашке окончательную форму. Чашечка готова. Отутюжим лицо нашего бюстье и соединим его с подкладом. Подклад у нас тоже полностью готов, полностью отглажен. Соединяем лицо и изнанку по верхнему срезу. Обязательно должны совпасть у нас все швы, все срезы. Все должно быть очень точно. Соединяем все это иголочками и шьем на машинке с припуском 1 сантиметр. Сшили. Теперь берем ленту органзы около 2 сантиметров шириной и пришьем ее прямо на этот шов, тем самым укрепив верхний срез бюстье от растяжения. Прокладываем сверху и пришиваем. Вот так вот. Теперь перестрачиваем припуск на сторону изнанки. Будем шить около 1 сантиметра, отступив от шва на сторону изнанки. Прокладываем строчку. Все готово. Теперь срезаем припуск, оставляя половину. Вот так сейчас это выглядит. Теперь соединяем лицо и изнанку в области пришивания чашки. Ставим иголочки, начиная с верхнего среза. Обязательно перекантуйте верхний срез на изнанку. Вот так должно выглядеть все. Ставим иголочки. И соедините обязательно метки по низу ушка для чашки. Все, собрали на иголки и шьем с припуском 3-4 миллиметра. Все готово. Теперь будем вшивать чашки. Обязательно уравняйте срезы бюстье и срез чашки.
Они должны быть точно на одном уровне. Так, по центру поставили 2 иголочки. Соединяем бок чашки. На уровне 7 миллиметров у вас должно сойтись очень точно все. Ставим иголочки. Проверили. Обязательно рядом ставим еще одну иголку, чтобы ничего не сместилось. Совмещаем метку на бюстье и шов чашки. Теперь равномерно распределяем чашку и подкалываем ее иголочками. Шить будем с припуском 7 миллиметров. Проверяем, все ли мы хорошо пришили. Проверяем по срезам, по центру, по боку. Все должно быть на одном уровне. Переходим на утюг и формируем из тоннельной ленты форму полукруга. Теперь пришиваем ее на срезы чашки. Закрываем шов, который мы проложили. Стараемся делать это аккуратно. Я приметываю вручную тоннельную ленту, чтобы она у меня не сместилась во время пришивания. И прокладываю строчку по внутреннему срезу тоннеля. Пришиваю его к чашке. Вот таким образом. Теперь снимаю наметку и срезаю припуск до 2-3 миллиметров. Теперь опять же вручную я прометываю весь туннель и шью обязательно по лицевой стороне на ширину лапки. Вот так у нас проложились строчки. Теперь я срезаю по центру излишки и вручную зашиваю конец тоннельной ленты. Теперь по спинке нам также нужно с вами сделать петлю для бретели в 2 сантиметрах от рельефа спинки, ближе к центру. Я оставлю иголочку, и вот здесь вот будет расположена петля. Я ее пришиваю также 2 строчками. Потом нам придется, конечно, по лицевой стороне проложить соединительную строчку, иначе она у нас будет просто выдергиваться вместе с подкладом. Вот, но пока это выглядит вот таким образом. Переходим на утюг и отутюживаем верхний срез бюстье. Заметьте, я отутюживаю все на махровом полотенце. Переходим к пришиванию молнии. Я ставлю иголку на расстояние 1 см от нижнего среза. Измеряю длину молнии в готовом виде. У меня молния намного длиннее, чем нужно. Я ставлю меточку и еще делаю запас пару сантиметров. Удаляю щипчиками ненужные зубчики молнии. Просто расширяю основание зубчика и просто снимаю его с молнии. Теперь снимаю заглушку с ненужного куска молнии и ставлю ее на свою укороченную. Зажимаю. Вот так вот. Укоротили мы молнию. Теперь она вот так вот выглядит. И начинаем ее подкалывать к срезу спинки. Где-то в 2 миллиметрах от верхнего среза начинаем. И она у нас заканчивается в сантиметре, не доходя до нижнего среза.
Пришиваем, начиная от начала зубчиков, и внизу проходим до конца. Вот здесь у меня строчка проходит, молния у меня будет видна. Огибаем верхний кончик молнии вниз и оборачиваем подкладом плотненько, ставим иголочки. Распределяем ткань по молнии и пришиваем, попадая в ту же строчку. Мы обработали подкладом, выворачиваем молнию на лицо, смотрим, как у нас все пришито, все ли аккуратно. Вот так я уже пришила обе стороны. Вот вид с изнанки, все хорошо. Перейдем к пластиковым косточкам. У меня вот такой рулон. Толщиной косточка у меня 5 миллиметров. Обязательно закругляю край кости и ставлю ее в туннель. Продвигаем кость, но не до самого конца, оставляем небольшой запас. Срезаем вровень с нижним срезом и затем срезаем 1,5 сантиметра длины. Закругляем кость и возвращаем ее на место. Я поставила все кости в туннеле. Вот так сейчас это выглядит. Наше бюстье практически готово. Нам осталось обработать нижний срез. Итак, выворачиваем одну часть бюстье наизнанку. Совмещаем швы, начиная от бока к спинке. Уравниваем срезы, ставим иголочки. Проложим соединительную строчку, начиная от бока до спинки с припуском 1 сантиметр. Готово. Выворачиваем на лицо и смотрим, как у нас выглядит нижний срез. Я обработала обе половины спинки, и теперь нам нужно перекантовать срез наизнанку. Я это делаю вручную, прометываю нижний срез вот таким образом. Опять же я работаю с бисерной иглой и шелковой ниткой. Прометала. У нас остался незашитый центральный участок нижнего среза. Его мы будем закрывать вручную. Сначала я прометаю нижний срез переда с припуском 1 сантиметр. Старайтесь делать это очень аккуратно. Теперь, когда я прометала полностью весь низ вручную, я проверила, все ли хорошо, и приметываю изнанку к лицевой части. Тоже пока вручную. Делаю небольшой перекант, таким образом, чтобы изнанка не выглядывала с лица. Все прометываю. Теперь вручную потайными стежками я зашью этот шов. Вот так вот подхватываю ниточки, чтобы у меня не было видно с лица их и с изнанки. Вот здесь он у меня проходит, мой потайной шовчик. Отглаживаю все срезы. В районе молнии также.
Можно пройтись по лицевой части, если у вас есть тефлоновая подошва на утюге. Теперь поставим металлические каркасы в чашку. Короткая часть идет к центру, длинная к боку. Не перепутайте. Вставляем в тоннель. И опять же зашиваем вручную конец тоннеля. Вот так это выглядит. На этом наше бюстье готово. Я вас поздравляю. Я вам желаю легкого кроя шитья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылку на платье бюстье я оставлю под этим роликом. С вами была Юлия Чумакова.